Значит, сегодня речь у нас пойдет о церните. Это полимерная глина премиум класса, с которой я работаю. В 2012 году я с ней познакомилась, и с 2014 года я полностью перешла на нее и изменять ей не собираюсь. Начну показывать и рассказывать с того, что цернит у нас представлен в какой весовой категории, так скажем. То есть у нас есть стандартные брусочки по 56 грамм, у нас есть брусочки по 250 грамм и брусочки по полкило. У нас 8 линеек. Если мы не считаем дол, дол это отдельная линейка, если вместе с долом, значит 9 линеек. Итак, серии разные, серии со своими эффектами, поэтому новички всегда путаются, особенно в белых оттенках, мы с вами о них тоже поговорим чуть позже. Итак, какие линейки у нас представлены? Это линейка идет Translucent, линейка неоновая, Number One, Glamour, Опалин, Натур, Металлики и Shiny. Две линейки у нас сняты с производства. Кто еще не знает, готовьтесь. Серия линейка Glamour и линейка Shiny сняты с производства. Поэтому, кто любит работать именно с этими сериями, выкупайте остатки, пока они еще есть где-то на складах и в магазинах. На смену придет новая линейка, но об этом я расскажу немножечко позже. Итак, базовые оттенки, это у нас идет серия Number One. Это серия, которая не меняет цвета. То есть серия, какая она до запекания, такая она и после запекания. Вы можете спокойно брать эти базовые оттенки, смешивать друг с другом. Кстати, все серии, все линейки смешиваются без проблем друг с другом. Единственное есть, если в серию входит металлики, допустим, или слюда, как серия в Glamour, в Shiny, тогда вы смешиваете более тщательно. Даже производитель советует, если вы на пастомашине все смешиваете и раскатываете, до 12 раскаток для того, чтобы это все перемешалось. Но в любом случае все серии между собой отлично смешиваются. Итак, серия Number One – это базовые оттенки. После запекания никаких сюрпризов у вас не будет с этой линейкой, поэтому спокойно берите, лепите, особенно новички. Серия Опалин. Она вышла недавно. Вышла из серии Number One. Кто помнит, сейчас вот не знаю, найду, не найду, старые упаковки, на которых были обозначения 100 и 50. Раньше была серия Number One. Вдруг вы найдете еще старые упаковки, и на них будет обозначение вот здесь вот 50 или 100%. Вот 50 это выведено уже в новую серию Опалин, которая имеет эффект полупрозрачности после запекания. Там где 100%, это значит серия Number One, вот она сейчас вот так вот выглядит, и не меняет оттенок. Это что касается старых запасов. Серия Опалин. Это серия с эффектом восковой полупрозрачности. Если вы видели фарфоровые куклы, вот после запекания будет такой эффект. Сейчас я вам покажу. Вот, допустим, смотрите, желтая глина в упаковке и желтая глина запеченная. Если смотреть на просвет, на вот этот кусочек, то он будет немножко прозрачный. Не такой прозрачный, как серия Translucent, мы чуть-чуть позже о ней поговорим, но он будет отличаться от того базового оттенка, который находится в незапеченном виде. Очень хорошо это видно, допустим, на розовом, посмотрите. И очень хорошо, не все, конечно, я запекала оттенки, это очень хорошо видно, вот, допустим, на 637 оттенке. Серия Опалин имеет восковую полупрозрачность. Не прозрачность, а полупрозрачность. Эффект свечи. Когда вы на свечу смотрите, она не матовая, она не укрывистая. Когда на фарфоровую куклу смотрите, вот такой эффект будет от этой линейки. Эту линейку я очень люблю, потому что мой основной конек – это лепка цветов. И в цветах вот этого эффекта пластмассовости его не должно быть.
Поэтому мы используем либо серию Translucent, либо серию Opaline, которая уже готова как раз вот для этого. Также, если вы лепите какие-то фигурки, тоже можно использовать эту серию, потому что эффект восковой полупрозрачности проявляется. Дальше, серия Translucent. Это серия прозрачных оттенков. Opaline полупрозрачные, Translucent прозрачные. Идеальные для ягод. Кто работает, девчонки знают, что на рынке полимерных глин лучше прозрачный цернит, ничего другого для ягод просто не существует. Потому что берешь цвет в чистом виде, не нужно его ни с чем смешивать, и получаешь на выходе натуральную ягоду. Это касается малины, облепихи. Да? Какие у нас самые основные оттенки из серии Translucent? Это у нас идет как раз вот желтый и как раз идет красный. И вот недавно был выпущен оранжевый оттенок. Теперь смотрите, давайте посмотрим с вами вот так. Если мы приложим серии Translucent, видите, она прозрачная, вы даже можете через цветной Translucent читать, что там находится, да, какие буковки, надписи. Если мы приложим серию ту же Opaline, видно, но уже нечитаемо. А если мы, допустим, серию Number One приложим, то мы вообще уже ничего читать не будем, видите? Потому что он укрывистый. Вот в чем разница. Если мы возьмем Translucent, посмотрите, насколько прозрачный. Это 005 номер. Разница, я думаю, очевидна. Opaline полупрозрачная, Translucent прозрачная. Так, следующая серия, серия Natur. Это имитация природных материалов. Гранит, допустим. Их не так много оттенков, тоже были сняты часть оттенков с производства, но кто работает, особенно камушки создает, домики, вот эта серия очень-очень помогает. Следующая серия неоновая, молодежная, также не особо много оттенков представлено, 2 оттенка тоже были сняты с производства, 4 сейчас оттенка их. Неоновая, молодежная, на лето как раз такая серия, цвет не меняет, вот какая идет в упаковке, такой цвет и остается после запекания. Так, серия металлики. Новая серия. Люблю эту серию. Она появилась как-то так вот спонтанно. Вот эти цветы, смотрите, слеплены из нее. Серия из огромного количества металлизированной слюды. Вот этот металлик нужно очень тщательно смешивать, потому что опадают, слюда опадает, особенно вот так, если упаковочка лежит, или вот так стоит, то есть она вниз, на дно, все эти частички спускаются, и когда вы уже будете распаковывать глину и работать с ней, очень тщательно перемешиваем для того, чтобы равномерно распределились все эти частички по вашей глине. Дальше у нас идет серия Shiny и серия Glamour. К сожалению, эти серии сняты уже с производства, поэтому еще раз напомню, если кто-то хочет выкупить остатки, пожалуйста, ищите в магазинах. Сейчас я знаю, что очень хорошие скидки на вот эти 2 серии. Выкупайте, пока еще где-то есть наличие. Снимается, не будет. На ее место придет серия Pearl. Ждем, когда, возможно, в августе или в сентябре будет презентация этой серии. И она будет идти с перламутром. В чем отличия были вот этих серий? Серия Glamour шла с перламутром. Серия Shiny, она шла со слюдой, микрочастицы слюды, которые перебазировали сейчас в серию металлики. Только в металлике они более интенсивны. Эта серия была Shiny, создана для микрошрифта в основном. Серия Glamour такая, я бы тоже ее назвала девчачий такой
легкой серия, очень красивые переливы, есть очень интересные оттенки, и в принципе жалко, конечно, что снимают. Ну, давайте подождем, посмотрим, что будет в серии первой. Возможно, там что-то будет такое интересное, что нас удивит с вами, и мы найдем достойное применение. Еще у нас есть серия Doll, да? Серия Doll у нас идет в больших упаковках. Целых упаковок у меня нет, я редко работаю с этой серией. Вот по полкилограмма идет. Большие такие упаковки, как вот эти. Серия Cerny Doll, она так же, как и Опалин, идет с восковой полупрозрачностью. То есть на выходе вы получаете ту же фарфоровую куклу с эффектом фарфора. Такая же глина, как во всех остальных, то есть по лепке, по ощущениям тактильным, точно такая же глина. Просто вывели ее в серию отдельно кукольную, потому что это телесные цвета. Смотрите, сейчас я покажу, как после запекания выглядят эти оттенки. Они также полупрозрачные, различные оттенки. И вот, допустим, 0,10 номер, который есть в серии Опалин, вот они немножечко отличаются. Кукольный, он светлее. Эффект восковой полупрозрачности проявляется более четко в серии Doll. Я так думаю, что там немножечко больше добавлено пластификатора. Там, где много пластификатора в сериях, там и проявляется у нас прозрачность. Так, по сериям мы по всем прошлись, рассказала, показала. Отличия, в принципе, вы знаете, да. И еще бывает вот такая вот штучка встречается. Это не полимерная глина. По виду все, по внешним своим этим, как полимерная глина, но это размягчитель. Если встретите, не думайте, что это глина белая, потому что мне кто-то писал, что вот потом фотографировали, высылали такую пачку, сказали, что вот купили белую полимерную глину, запекли, она не белая, а это, оказывается, пластификатор. Давайте с вами пройдемся по белым оттенкам. Вот, кстати, по белым оттенкам. Смотрите, что у нас с белыми. У нас есть серия Опалин, у нас есть серия Number One, у нас есть серия Glamour, это все белые оттенки. У нас есть серия Металлик. У нас есть серия Трансlucent. И вот тут вот в серии Трансlucent нас всех ждет сюрприз, потому что тут три белых полимерных глины. И вот как в них не запутаться, потому что если здесь по сериям можно прочитать, слава богу, что сейчас на всех упаковках пишется какая серия, не просто Number One, и на этом как бы все туда сведено, а уже все выделено в отдельной линейке, то вот здесь вот в Трансluценте нужно быть, конечно, крайне осторожным, особенно, знаете, в магазинах, когда разное освещение, то есть заскакиваешь, вроде бы белый, схватил белый, вроде бы серия Трансluцента, на самом деле пришел, а он светящийся получился в темноте, совсем не белый после запекания. Итак, если мы хотим чисто белый оттенок, без всяких примесей, чтобы после запекания белый оставался белым, мы берем с вами 0,27 номер из серии Number One. Чистый белый цвет. Если мы хотим с эффектом восковой полупрозрачности, мы лепим какие-то цветы, и нам нужен легкий эффект у лепестков, мы с вами берем Опалин серию и берем номер 0,10. Если его сравнить с белым, посмотрите, с чистым белым, посмотрите, какая разница. Этот с восковой полупрозрачностью. Серия Металлики. Вот так, в принципе, не видно белый и белый, но после обжига появляется характерный блеск. Не знаю, будет ли вам видно вот здесь, я думаю, что видно блеск. Кстати, вот есть вот здесь вот розовая такая вот. Сейчас поближе покажу вам ее. Вот она с характерным металлическим блеском. Блеск проявляется после обжига. Это номер 0,85.
Если мы сравним его с 0,27, с чистым белым, тоже будет разница. Но разница в блеске. Видите, он чисто белый остается, но появляется характерный блеск. Так, еще у нас есть серия Гламур. Она в принципе уходит, но я думаю, что на ее смену придет какой-то белый перл. Но еще у многих она есть, и в принципе она еще есть в продаже. Вот так выглядит Гламур. Он с блеском, но блеск не такой, как у металлика. И по оттенкам, смотрите, металлик белее получается, чем Гламур. У Гламура такой вот, ну, слабенький блеск перламутра. Какой есть еще белый у нас? Так, белый есть же у нас еще кукольный. Сейчас я его найду. Я вам его показывала. Вот, кукольный, но он с эффектом восковой полупрозрачности. Я уже сравнивала его с опалином. Тот, что кукольный, он идет более прозрачный, чем серия опалин. И вот теперь мы добрались с вами до серии Транслюцент белый. Белый транслюцент. Здесь у нас представлен белый прозрачный, 005 номер, 010 номер, это белый у нас с блестками, вот именно с блестками. Вот несмотря на то, что он белый, сейчас покажу, какой он после запекания. Есть у нас 024 номер, это светящийся в темноте. Он имеет такой немножечко желтоватый оттенок, если он напитался светом, так скажем. И смотрите, в чем разница. Давайте я покажу вам 010 и 05 номер. 05 номер, посмотрите, насколько он прозрачный. Это белый прозрачный. Кстати, цернит из белых самый-самый прозрачный на рынке полимерных глин. Более прозрачного оттенка вы не найдете. И посмотрите, какой блестящий, тоже он транслюцент, он прозрачный, но насколько он блестящий. Вот этот белый 010 номер. Никогда вот нельзя подумать, что он так будет блестеть. Посмотрите. Получается, у нас два прозрачных в этой серии, но один с блесками, который проявляется после запекания, и один чисто прозрачный. И вот у нас 024 номер, светящийся в темноте. Он также прозрачный, но чуть-чуть есть желтый оттенок у него присутствует, особенно когда накопит свет. Поэтому серия Транслюцент, будьте очень-очень внимательны. 005 номер, это самый ходовой, это прозрачный, который просто необходим, он должен быть у каждого полимерщика. И вот смотрите, я вам сейчас соберу все белые оттенки, и вы посмотрите, насколько они все разные. Да, их много, но это же все для вашего удобства, потому что чем больше палитра, тем меньше нам придется смешивать всего этого. Только главное знать, какой номер вам нужен. Посмотрите, сколько белых оттенков. Но чисто белый 027 number one. Запоминаем 027. 010 номер будет с восковой полупрозрачностью. Очень многие за него писали. Опять же спрашивают, где его использовать. Я использую его в цветах. В кейнах его не используем ни в коем случае, потому что рисунок ваш поплывет. Так, еще хочу вам показать. В серии Транслюцент есть очень классные два оттенка. Если вы придете в магазин, случайно их увидите на витрине, 100%, что вы уйдете, даже как бы не обратите внимания на этот цвет, ни на один, ни на второй, потому что они неприметные. Ну, какой-то серенький, какой-то желтенький лежит, непонятно что. Сейчас я вам покажу. Вот один, вот второй. Серия также Транслюцент. 080 и 050 номер. Ну, скажите, что неприметные, правда? А теперь посмотрите, как они проявляют себя после запекания. Посмотрите, какие они блестящие. Это золото и серебро. Посмотрите. Для меня это больше
новогодние такие оттенки, вот если игрушки лепите на елке, вот я часто использую вот эти два цвета именно для новогодних изделий. Серия Translucent у Цернита уникальная. Вот честно вам скажу, я всю ее вот так вот запекла. Все оттенки прозрачные после обжига. Идеальные и для цветов, и для ягод. И можно вмешивать в другие какие-то серии, получать полупрозрачные оттенки. Вот такая вот богатая палитра. Ну и сюда же мы можем отнести прозрачные с блесками раз, прозрачные с блесками два. Посмотрите, насколько богатая серия. Потом у нас идет светонакопительный, и у нас идет еще здесь белый прозрачный. Посмотрите, сколько оттенков у этой серии. И все они действительно прозрачные. Зеленые, смотрите, также читаемые, используем где? Для листиков, для молодой зелени. Также в ягодах тот же виноград можно лепить. Бордовое вино, также читаемый, но уже потемнее. Очень часто используемый цвет. Какие у нас часто используемые? Это 474, всеми любимый. Посмотрите, какая разница, да, в упаковке и какой цвет уже после запекания. Translucent 721. Опять смотрите, какая разница. И самое главное, что эти оттенки не нужно ни с чем смешивать. Нужна малина, берете чистый. Нужна морожка, берете чистый желтый. Оранжевый цвет у нас вот недавно добавился, так же как 411 из новых. Вот эти оттенки, очень люблю работать с ним зимой. Такая ледяная красота получается из этих оттенков. О том, что Цернит самая прочная из всех глин, которые у меня побывали в руках, я их перепробовала очень много. В принципе, я даже, можно даже не говорить, у меня очень много тестирования было по этому поводу. Так, Гламур белый 0,10. По поводу 0,10 номеров, да, их очень много, смотрите, Гламур 0,10. Дальше Translucent 0,10, это который с блеском идет. Аполлин также идет 0,10. С одной стороны, это все сделано для вашего удобства, потому что вы будете знать, что 0,10 это как бы, белый, да, белый, только разные эффекты. А 0,27 это чисто белый, который востребован, который часто используется полимеристами во многих своих работах. Так, и 0,10 у нас в доле еще. Да. Так, по поводу серии Metallic. Серия Metallic, очень красивая серия. Новые оттенки тоже недавно совсем вышли, я их уже показывала. Опять же, очень хорошо смешиваем глину. Безумно хорошо для того, чтобы у нас распределились все частицы по всей пластике, с которой мы будем работать. Красивый блеск. Как и с чем смягчать глину? Мне, к сожалению, пришли глины жесткие, не знаю, как их смягчить. Один вариант я вам показала, это Soft Mix. Это вот, знаете, для кого этот вариант подходит? Я бы сказала, для детей, для тех, кто не хочет пачкать руки. Но здесь большой расход. То есть вот для детских ручек вот это вот самое то, потому что раньше Magic Mix не было. Он где-то, по-моему, в 2018 году он появился. Это также размягчитель. И для мастеров, для тех, кто работает постоянно с полимерной глиной, я, конечно, советую брать вот эту палочку-выручалочку. Она так и называется. Палочка-выручалочка у нас, волшебная палочка, видите, здесь. Расход очень маленький.
Но, конечно, придется попачкать руки, потому что он достаточно жирный, и, в принципе, кто будет много с ним работать, работайте в перчатках, потому что он немного сушит кожу. Этот более удобный, но это не экономный вариант. То есть он хватает его ненадолго, ну и детям вот с ним удобно работать, потому что дети руки не пачкают, они вскрыли пачку, взяли кусочек пластификатора и смешали глину. Вообще у всех полимеристов размягчитель и жидкая пластика, они идут наравне с основным материалом, с глиной. То есть вот это должно у вас быть, вот как хотите, потому что даже если глина свежая, если мы посмотрим на сроки изготовления, да, и при транспортировке мы же не знаем, как она шла. Может, в жару в самую попала, в самое пекло, где-то чуть больше на таможне постояла, где-то, допустим, в каком-то магазине, возможно, не соблюдены были условия хранения глины. Поэтому срок годности, может быть, вы посмотрите, полгода назад произведена глина, а на самом деле она может оказаться дубовой, и тут как бы не производитель виноват. Много таких вот факторов, да, паровозик, который идет, который от производителя везет глину к вам, пока она к вам попадет, неизвестно, где она еще побывала, и как она хранилась, как она перевозилась и все остальное. Поэтому вот это средство обязательно должно быть. Взаимозаменяемы ли жидкая пластика и размягчитель? Ну, знаете, это на крайний случай. Конечно, вы можете и жидкой пластикой размягчить глину. Расход будет больше, сразу скажу, чем здесь. Здесь несколько капель вам понадобится для того, чтобы упаковку в 56 грамм размягчить, понадобится до 8 капель вот этого средства. Может ли вот это средство заменить жидкую пластику? Может. Если вы смешаете, допустим, с прозрачной, с транслюцентом 0,05, вы получите подобие жидкой пластики, но опять же расход вот этого продукта будет огромный. Поэтому я советую потратиться один раз, тем более здесь очень выгодный объем по 80 мл, очень удобные носики, то есть здесь идет дозатор, больше вы не перельете, не разольете, также и в жидкой пластике, то есть у вас будут дозированными порциями и один и второй продукт выходить. Но они должны быть у всех полимеристов, это вот реально палочки-выручалочки. Так, давайте посмотрю, какие здесь у нас вопросы. Я ни разу не видела указания срока изготовления. Ой, недавно у меня был пост по этому поводу. Был пост, и на последних упаковках все пишется. Вот, пожалуйста, первые циферки. Вот видно, да? Первые циферки 20 год производства. Не пишется месяц, вот также здесь 20 год производства. Из более старых упаковок вот здесь вот пишется 18 год производства. Если я возьму совсем древние упаковки сейчас, вот здесь у нас будет буковка, здесь Элька. Сейчас скажу. Буковка А считается по алфавиту английскому. Буковка A, получается, это 2001 год. И вот дальше считаем A 2001, B 2002, C 2003 и пошли, пока мы не найдем ту буковку, которая у нас обозначена. Но это на вот таких вот старых упаковках. Вот буковка О, допустим, буковка P, то есть это где-то 15 год идет. На старых упаковках обозначение ищите вот так. На новых упаковках уже первые две цифры, вот здесь вот боковые, это уже написан год производства. Все, всем большое спасибо, что пришли на этот эфир. Вопросы еще идут. Ну, давайте тогда, если вопросы остались, уже в комментариях будете задавать под этим эфиром, и я буду уже тогда отвечать в комментариях. Всем спасибо огромное, что пришли. Надеюсь, что информация была полезная. Все, всем тогда пока-пока, и будут вопросы, оставляем в комментариях.